отточил свой карандаш до идеального состояния, скорее всего, это продержится недолго, ведь по закону подлости он просто обязан сломаться практически сразу. Любой баскетболист сталкивался с этой ситуацией, и хуже всего, когда рядом нет второго мяча или предмета, которым можно выбить его оттуда. В крайних случаях приходится кидать в застрявший мяч свой кроссовок. Да, и эти кольца на консервных банках должны были сделать нашу жизнь проще, но зачастую они просто проводят проверку нашей нервной системы. Сегодня будет много раздражающих случаев на канале Фактория. Час. У перфекциониста порядок везде, в том числе и на рабочем столе его компьютера. У вас тоже начинает дергаться глаз, когда вы видите такую картину? Еще сильно удивляют люди, которые настолько равнодушно относятся к своим гаджетам. Блять, вот по поводу вот этого, это пиздец. Это полный пиздец. Вы видели у меня рабочий стол какой? Насколько у меня все чисто там. У меня игрушки вот здесь, и все. А все остальное это пусто. На втором все то же самое. Глаз, когда вы видите такую картину. Еще сильно удивляют люди, которые настолько равнодушно относятся к своим гаджетам, но это точно лишь до того момента, пока... Это диплом, блядь, от стулом, кстати. Это вообще база. Мне даже на работе не такое говно. Ну там нет, там, Они не опрокинули кружку хотя бы один раз. Пластики на карандашах зачастую делают только хуже. Ой, Вы бы тогда вообще блядь. ничего на него не цепляли, если он настолько убого будет работать. Да, Присылайте есть по такое. ссылкам в описании под видео ситуации, которые вас раздражают. Да я знаю, Тоже что это знал, iPad. что если заказать зубную пасту и гантелю одним заказом, то их упакуют в одной коробке без каких-либо средств предосторожности. Запомните эту ситуацию и никогда так не делайте. Давай, Да, Людочка, хоть спокойной собирание ночи. пазлов многих и успокаивает, но это лишь до того момента, пока ты его не собрал полностью и понял, что где-то потерялся один кусочек, а может его и вовсе изначально не было в наборе. Кто-то уже не понимает, в чем проблема нарезать торт на примерно одинаковые треугольники. Почему периодически попадаются гении, которые пытаются изобрести свой способ? Разделочная доска не просто так существует. Зачем же ее игнорируют? Неужели эти следы, которые остаются на столешнице от ножа, кому-то вообще могут нравиться? Девушка попросила своего парня для переезда собрать коробку с кухонной утварью, пока она будет на работе. Он вроде бы и выполнил задачу, но что-то не особо сильно старался. А у вас есть знакомые, которые кладут скорлупу от использованных яиц обратно в упаковку, а затем возвращают в холодильник? В Фактории всегда хотелось узнать логику таких людей. У меня вообще такого Парни с никогда не пониманием было. отнесутся к следующей ситуации. Некоторые дамы обладают удивительной особенностью занимать... Блять, ну вот так вот спать, это вообще пиздец. Вот даже, вот, если бы она спала здесь, а он здесь, ну как бы, ну как надо, это все равно, но это максимально неудобно, потому что вот я лично, я люблю вот это развалиться прям вот так вот. Зато смотри, он какой ровный. Этот-то, ну да. Блять. И заниматься. 90% кровати. И в таких Рэгдолл. ситуациях приходится как-то помещаться на крохотном свободном кусочке. Один бедолага дал младшему брату свои краски, ведь тому срочно захотелось порисовать. Теперь остается только подарить эти краски брату навсегда, либо выбросить. Еще удивляет логика людей, которые подбирают к раковинам неподходящие смесители. И приходится каким-то чудным образом мыть Боже, в торговых центрах вот такого просто полным-полно. Вот в большинстве. в таком положении. Я Это был разваливаюсь так, что все на полу утром. Бывает, и я сам на полу. Тоже нормально. пончик с глазурью. Был ключевое слово, потому что из-за такой упаковки несчастному покупателю теперь остается только слизывать эту У глазурь. тебя у друга это рак? Ой, блядь, пиздец. Автор фотографии пожаловался на Давай, то, что заходи, вода класс. Вот сейчас будет, сейчас мы это... Мы досмотрим это видео и это... абсолютно все члены его семьи, кроме него, ставят посуду в раковину вместе с остатками А это, а вот это, кстати, это для отца оставили. еды, вместо того, он чтобы доел. сразу их выбросить. Да. Еще одна ситуация, которая вроде не несет никаких критических последствий, Ну, но это вместе пальцем, с тем блин. каждый раз бесит как первый. И хоть весь мир заявляет, что чрезмерное употребление пластика в нашей жизни это нехорошо, но периодически встречаются магазины, где бананы зачем-то упаковывают в дополнительную защиту. Есть люди, ставящие на свои гаджеты напитки, а есть те, кто без задней мысли раскладывает свой обед по всей клавиатуре. Спустя время Ебать, кто этим занимается? Покажите мне хоть одного этого чела. Ну вот это... Пиздец, откровенно если говоря. ее встряхнуть, то можно собрать целый бутерброд. У ключей Да, это моя старая клавиатура. То же есть самое. очень бесячее свойство. Они каким-то волшебным образом застревают в кольцах от брелков. Как это происходит, для Фактории до сих пор остается загадкой. Вам когда-нибудь встречались люди, которые вечно все кладут на край стола? Каждый раз напрягаешься ведь, когда замечаешь подобные ситуации. Как порой упаковывают бумагу, это тоже отдельная Бля. история. Ты вроде только ее открыл, а она уже мятая по углам. Ну разве так можно? Обратите внимание сначала на колечко, а затем на все вокруг него. Это количество упаковки, которое понадобилось, чтобы украшение добралось до заказчика. По-моему, Откровенно сказать, говно. вот немножечко так перестарались. А еще Ну каждый да, раз блядь, учитывая, что вся упаковка там дороже будет. напрягает эта хитрая уловка с упаковкой от зубной пасты. Всегда думаешь, что там тюбик гораздо длиннее, Ну, а это в некоторых база случаях вообще это касается и других средств. Это тоже база. Вроде бы уже и специальный уголок делают, за который нужно просто потянуть, чтобы открыть, но почему-то в большинстве случаев все заканчивается именно так.
Что еще сказать? Спасибо за велодорожку, автомобилистам теперь есть где парковаться. За этим гением нужно дополнительно вешать еще и знак, запрещающий парковку. Без него некоторым водителям тяжело понять, для кого Бля, ну вообще-то, мне кажется, за это штрафовать обязаны. эта дорога. Я прекрасно понимаю, что покупая билет в эконом-классе, не стоит рассчитывать на потрясающие условия. Но можно просто сделать так, чтобы человек среднего роста мог нормально поместиться на своем месте, а? Фактория всегда Кстати, по поводу вот этого, что в самолетах ни разу не встречал, чтобы было вот, ну, нет, там как бы узко, но не настолько. Ну, либо чел там от 2 метра, я не знаю. Там справа еще и на газоне автомобиль. Ну, вот, видишь, ну, восхищалась уличными художниками, когда они выбирали для своего творчества подходящие места и вкладывали в него огромные усилия. Но к вандалам, которые портят такие памятники архитектуры, это не относится. вот это пиздец, вот реально, вот это твари. Вот это вот реально твари. У меня Многие кофты или куртки с замком имеют свойство делать вот так, и это просто раздражает своим неудобством и странным видом. Сколько бы Меня больше смущали катышки там. ни говорили о том, что залипать в телефоны за рулем очень опасно, многие все так же продолжают это делать. Осуждаю. Видели что-то похожее? Присылайте мне свои фото. Еще одна ситуация с замками, связанная не только с одеждой, но и с различными Вот эта ситуация, это похуй. Вот это похуй, вот реально. Если туда опалась одежда, да, там, я не знаю, еще что. Вот если сюда яйцо попадет, сумками, когда уже везде будут использовать технологию, которая не позволяет зажевывать ткань. Чтение приятной литературы превращается в испытание, когда часть слов в конце строки Мгм, остается мгм. на изгибе, из-за чего приходится постоянно вертеть книгу в руках. я так разорвал одну. Следующую ситуацию прекрасно поймут владельцы собак. К сожалению, Вот я честно скажу, у меня собака вообще не такая. Он реально отходит спокойненько. невозможно объяснить своему питомцу, что из-за таких моментов жить становится У тяжелее меня собака вот обучена, да, кстати, сама. Ну, как бы, она не обучена, он знает. и тебе, и ему. Я дерну его, он такой, бля, да, окей, все, иду. У меня начались фантомные боли, ну вот. Один единственный раз забыл проверить карманы перед стиркой, и, конечно же, именно в этот момент там оказалась какая-нибудь бумажка, которая превратилась вот в такие остатки. Особенно если там чек был, да, вот это вообще пиздец. Автор снимка рассказал, что друг попросил попробовать мороженое, а затем сделал это. После такого можно моментально заканчивать Зубы, блядь. даже многолетнюю дружбу. Весь мир привык к тому, что зеленая кнопка включает, а красная выключает. Так зачем же усложнять жизнь и идти против системы? Также напрягают люди, которые оставляют мокрую ложку в сахарнице, после чего на ложке появляется вот такой нарост. Все Я бы ему в жопу ее засунул. выключатели сейчас включены. Почему они тогда находятся в разных положениях? Потому что электрику все равно на вашего внутреннего перфекциониста. Еще один младший брат ввел своего Ой, блядь. родственника в состояние гнева. Он выковырял все конфеты из упаковки с мороженым, ведь это самая вкусная часть. Наслаждаешься себе спокойно своим обедом, как вдруг столовый прибор падает из рук прямиком в тарелку, и обязательно именно ручкой, которую после этого приходится идти и мыть. Похуй. Мы все уже поняли, что у тебя крутые наушники с подсветкой. Можно теперь, пожалуйста, выключить этот Бля. раздражающий свет, чтобы остальные пассажиры могли нормально вздремнуть? Такие упаковки тоже очень сложно нормально открыть. Но есть люди, которые вообще не напрягаются и будто бы нарочно делают это варварским способом. Один из жителей буквально присвоил себе кусок тротуара, из-за чего здесь теперь образовались природные препятствия. Оставлять в холодильнике пустые тарелки – это тоже еще один вид неофициальных преступлений, за которые уже давно пора начать наказывать людей. Это я. Да, от такой картины у многих глаз тоже может начать дергаться, а ведь так хотелось бы, чтобы кран находился ровно посередине. Но Ой, это бля. что-то из нереального. А вот от бокалов такой подставы точно никто не мог ожидать. О. Такое чувство, что он просто бракованный. Мастер упаковки, который не считает должным следить за тем, чтобы твой автомобиль никому не мешал забираться в свои машины и спокойно выезжать. Когда-нибудь он за это поплатится. Различные коробки тоже имеют свойство не открываться с первого раза. Бля, вот это вот вообще база. Вот это вот вообще стандарт. Как надо, и такое огорчение нам суждено терпеть всю жизнь. Примерно такую картину можно увидеть в любом холостяцком туалете. Вы ничего не понимаете, это вид современного искусства. Инсталляция посвящена мужской лени. Дама пожаловалась, Схуяли только мужской, блядь, объясните. Это что, блядь, такое? что ее муж постоянно оставляет Это вот это я, бля. Ну, я их допиваю. в холодильнике недопитую колу, а Но они не затем газированные, покупает они уже новую невкусные. бутылку. И этот процесс может повторяться до бесконечности. Скотч — это еще один предмет, который создан и для помощи в разных ситуациях, Это и для пиздец того, тоже. чтобы бесить нас подобными моментами. На упаковке вполне заметными буквами написано, что внутри находится диплом, и его нельзя сгибать. Но эту фразу будто бы нарочно проигнорировали. А ведь кто-то действительно считает такую картину вполне нормальным явлением. Интересно, сколько времени у него уходит на поиск нужной книги? Такие мягкие пробки — это тоже отдельный вид издевательства, ведь иногда они совершенно не поддаются штопору. А здесь даже Самое ужасное, вот самое ужасное, если она обломится, и одна из штучек упадет в вино, блядь.
Ну или И что, это или тоже шампусь? отдельный вид издевательства, ведь иногда они совершенно не поддаются штопору. Это вино, да. А здесь даже проверить нельзя заранее, есть ли внутри хлеба подобный подвох или нет. И в такие моменты ты понимаешь, что заплатил за воздух буквально. Мужчина принес семье целую коробку пончиков, и нес он ее вертикально одной рукой. Наверное, думает, что если все вкусы смешаются, то так будет гораздо вкуснее. Выбери следующее видео для просмотра. Пиздец. Не, ну это пиздец. Это пиздец. So yeah.